Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые и искренние слова поддержки. Добро пожаловать на канал. Тема сегодняшнего расклада: твой образ в его подсознании. Какая ты в его мечтах? Вы когда-нибудь задумывались, что он видит, когда закрывает глаза? В реальности вы земная женщина со своими делами и заботами. Но в его подсознании какая вы? Ваш образ очищен от быта и ссор в его подсознании. Там вы — его личная магия, его главная слабость и его самая главная победа. Он может отрицать это днем, но ночью его мозг рисует картины, где вы — центр его вселенной. Какой именно сценарий он прокручивает в своих мечтах снова и снова? И почему именно вы стали для него тем самым образом, который невозможно стереть из памяти? Давайте заглянем в его святая святых. Советую досмотреть это видео до конца. В конце расклада будет совет карт, а затем совет психолога. Для начала я делаю, наверное, сигнификацию этого мужчины, да? Тот, который вас интересует. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса, назовите его имя. Какой этот мужчина? Итак, какой он, этот мужчина? Что-то сейчас он обижен, как ребенок. Такое, какие-то эмоции. Тут ребенок плачет, будто незаслуженно обидели. Какой он, этот мужчина? Ух ты, какие у него тут карты. Угу. Только хотела сказать, сердце любящее, рядышком дьявол. Да, странные какие-то карты на него ложатся. Смотрите, первая карта, уточню сейчас, ощущение внутри, он себя ощущает, может быть, как обманутым. Видите, тут ребеночек, у которого слезки текут по щекам. То есть где-то он какие-то свои планы там строил, и тут неожиданно ему как будто кто-то то ли подножку подставил, то ли он сам обманулся в этих своих мечтах, планах. И знаете, вот после вот этого вот события какого-то, ну, вследствие которого он так себя ощущает, как будто бы и жизнь у него изменилась, сценарий его как будто все пошло кувырком. Но сейчас он старается по карте компас как будто бы вновь найти правильное, нужное ему направление. Так, все-таки интересно, о чем это? Это его состояние, где тут он плачет, как ребенок. Его дьявол. Это он кого-то обидел. Это о чем? Девочки, а тут у кого-то может проиграться, даже это не его состояние, тут дьявол. Вряд ли это он, я спрашиваю, это его состояние. Тут мужчина хотел по карте воровство украсть у кого-то ресурс, максимально, может быть, получить желаемое, не давая взамен особо ничего. Или тут была какая-то подмена понятий, я имею в виду, он мог, ну, знаете, так, как аэродромы запасные какие-то держать, мог лапшу на уши вешать кому-то, мог использовать, манипулировать по карте дьявол, свои какие-то, как будто бы игры вести. Ну, карта воровству, ну, сами понимаете, человек, когда задумывал воровство, вряд ли он планирует равноценные обмены или правду говорить. И это скорее, я уточнила специально, это скорее тут ребенок, который плачет, это не он, это кто-то после него в таком состоянии остался. И для него это, может, он надеялся, что, ну, какой-то привычный сценарий будет, а для него сейчас это тяжелая ноша. Угу. Такое как будто бы послевкусие осталось после этого его поступочка. Как-то так, девочки. И тут же дьявол, и тут любовная сфера. Ну, мужчина такой. С одной стороны опытный, с другой стороны манипулятор, скользкий такой. Так вот, вот тут вот он кого-то обидел, у кого-то он, ну да, он женщину какую-то обидел, и после этого
женщина трансформировалась, может быть из какой-то наивной, доверчивой, или просто, в принципе, просто открытого человека, который хотел любить, был нежным и готов был для него на многое. Женщина превратилась по карте воительница, ну, скажем так, женщина, которая уже вообще мало кому верит, уже с мечом отстаивает свои рамки и границы. Скорее, в первую очередь, будет включать рациональный мозг, да, а потом уже как-то доверять своим эмоциям. Ну, вот так мне идет. То есть тут я уже выяснила, это не он был ребенок, которого обидели. Это наивная какая-то женщина, которая ему доверилась, поверила. И тут по этой карте просто показано, да, незаслуженно эту женщину он так обесценил, да, давайте так скажем. И вот после этого и у женщины судьба изменилась, после какого-то его вот этого инцидента, да, назовем так, поступка этого мужчины. И женщины судьба изменилась, и его судьба кардинально изменилась. А может быть, какое-то время тут он пребывал в каком-то состоянии таком не совсем понятном для него. У кого-то это сожаление было. Но сожаление тут больше, знаете почему? Потому что у него как-то в жизни все пошло наперекосяк. Как будто бы не ожидал он, что так будет. А сейчас у меня такое ощущение, как бы там не было. Мужчина возвращается, пытается на привычную как бы тропу, если можно так сказать. Знаете, как вернуть утраченное или, по крайней мере, спокойствие, или как было раньше хотелось бы ему, вот так. Но у него не получается. Он по компасу ищет вот этот путь, как, может быть, вернуть то состояние, какое в прошлом было, да, легкость, может быть, легкость восприятия жизни, взаимоотношений тут с женщинами. А я не вижу, что ему это получается. Для многих он лакомый кусочек, дьявол, дьявольски привлекателен, сексуален, харизматичен. Причем это ловушка такая для многих женщин, любовная. Может, отчасти он даже в процессе и сам верит в то, что там влюблен, в то, что он там заинтересован, горит. Ну, как будто истинные мотивы этого всего в любовной, вот, допустим, сфере по дьяволу, ну, знаете, тут мало чего-то чистого. И карта дом все-таки. Тут кто-то не свободен, то есть может быть вторая женщина, основная женщина. И карта дом, и рядышком у него состояние такое, смотрите, как барышня сидит на жердочке, рядышком вороны какие-то каркают. В любой момент эта барышня свалится вниз. Вороны полетят дальше, эта девушка может пострадать. Скорее всего, у него состояние такое с домашними, может быть, семейное какое-то положение, оно какое-то неустойчивое. Ну, я не удивлюсь, тут понятно, если он мог себе позволять тут какие-то вольности, шалости, да, назовем это так ласково, то понятно, что до дома дошли какие-то, может быть, отголоски до домашних. Так, почему неустойчивая? Ну, вот какая-то женщина, княгиня и карта Святая Вода. Княгиня часто это может быть то ли супруга, то ли постоянная женщина, то ли женщина, к которой он возвращается. И карта Святая Вода как будто бы выходит наружу, может быть, какие-то, повторюсь, не очень лицеприятные для него истории или то, что он хотел бы утаить. Тут по дьяволу, ну, сами понимаете, девочки. Ну, такой мужчина. Он яркий, он всегда найдет восхищенные глазки женские, ушки, в которые можно влить много всего интересного, да. И самое опасное для женщин, то, что сразу вы, тут женщины воспринимают его и как искреннего, вот, человека, который готов свое сердечко открыть, а дальше дьявола они не видят. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим, какая ты в его мечтах. Первое. Твой архетип. Кто ты для его души? Жрица, императрица, может, разрушительная башня. Кем он тебя видит? Так, что его больше всего восхищает? Твоя слабость или твоя недоступность? Посмотрим, может, что-то еще.
что-то другое. Итак, какую идеальную ситуацию с твоим участием он прокручивает в голове? Фантазия его, да? Теневой аспект. Чего он тебе боится в своих фантазиях? Его страхи в отношении тебя, да? И совет карт для тебя, как тебе проявляться в реальности, чтобы соответствовать какому-то этому сильному образу или наоборот приземлить его. Давайте посмотрим. Там 4 совет. Так, хотела взять эротическую. Вот не знаю, что-то рука тянется. Итак, кто ты для его души? Твой архетип для его души. Так, что больше всего восхищает в тебе? Какую идеальную ситуацию с твоим участием он прокручивает? Чего он боится в своих фантазиях? Да, что связано с тобой? Как тебе нужно проявляться в реальности? Ну, в первую очередь, чтобы это для тебя было выгодно. Совет карт, да? И тут быстренько, наверное, может быть, еще все-таки кто ты для его души? Чего? Нет, что его больше всего восхищает? Вау. Приворот. Что его больше всего восхищает? Так, 3. Третьего отыщу. А какую идеальную ситуацию он прокручивает в своей голове, связанную с тобой? И чего он боится в своих фантазиях? То, что связано с тобой. И совет карт, как тебе нужно проявляться в реальности, чтобы соответствовать образу или наоборот приземлить этот образ как-то. Итак, начинаем. Первое. Кто ты для его души? Жрица, императрица, разрушительная башня. Разрушительная башня, сразу карта оппозиции. Человек, с которым у него конфликт интересов. При этом человек, он вас характеризует. Карта мораль с открытыми ладонями. То есть то, что вы с ним в оппозиции, в конфликте, это совершенно не означает, что он вас там воспринимает как плохого какого-то человека. Наоборот, тот человек, который пришел причинить ему добро, взывает его к светлому, к прекрасному, воспитывает его, я бы сказала, да, так как вот ваша сигнификация, тут карта белая ворона, эта женщина не похожа ни на кого, женщина, которая настолько выделяется из толпы. Где-то, может, он даже подозревал вас. Тут карта, вот смотрите, слуга земли, это как серый кардинал. Женщина, которая добивается своего, причем настоятельно, как это идет, то ли к своей цели, ну, у каждого тут цель своя, но тут больше желание, повторюсь, какое-то это сочетание, причинить добро. Видите, вы вообще, в принципе, настроены на то, чтобы в открытую выстраивать взаимоотношения, открытые ладони, мораль. То есть он вас не видит каких-то там, знаете, там особо корыстных каких-то побуждений или подлости. Наоборот, тут все в открытую. Он тут шокирован где-то вашими проявлениями. Но это его, ну, ваши какие-то проявления, они, ваша позиция, это противоречит его, может быть, жизненной позиции, его каким-то установкам, его уже опыту наработанному. Ну вот тут так, тут противостояние, девочки. Причем он довольно высокого мнения о ваших тут и моральных качествах, которые, может быть, он, знаете, смотрит на себя, на вас, сравнивает и думает, бог ты мой. С одной стороны, да, он может думать о том, что вы несколько наивны, с другой стороны, он понимает, что, а я такими не был никогда, таким, какая она. Да, вот, допустим, ваше видение мира, взаимоотношений, как с другого, ну, не знаю, как с другой планеты, другая вселенная. При этом тут такие странные карты. Так, кем он вас видит? При этом у него ощущение такое, знаете, как будто бы он хотел, может быть, чтобы вы сами проявились в его сторону. А если вы сами и проявились как-то, то тут что-то так как-то пошло все не так, я вам хочу сказать. Может быть, даже тут даже какие-то как выстроены у него многоходовочки были. Он мог вас спровоцировать, мог
вас как будто бы сподвигнуть к тому, чтобы вы проявились в его сторону. Он тут готов был прискакать, карта всадник, ну и получить желаемое. Но тут карта дальше соперник, сон. Тут такое ощущение, как будто бы он наткнулся на ваше какое-то, опять-таки, то ли противостояние, то ли желание. Тут как будто бы вы не готовы были на какие-то очень легкие сценарии, на обесценивание себя. Тут то вы могли проявиться, но при этом вы как будто бы четко понимаете, я хочу серьезных взаимоотношений, я хочу уважения, внимания, нежности, поддержки. Ну вот, это нормально, это правильно. Более того, он мог тут столкнуться с тем, что у вас есть еще какой-то мужчина, или есть мужчины, которые неровно дышат к вам, которые в вас заинтересованы, карта соперник. То есть и вы для него остались таким каким-то несбыточным сном. Женщина, с которой у него то ли оно как-то все пошло не так, не получилось, при этом лакомый кусочек, при этом искушение есть, но тут вот что-то вот как будто бы пошло все точно не по его сценарию. Вот так вот мне идет. Вот вы для его души, тут учитель, восхищение, женщина, которую он желает, но при этом женщина, которая дала ему понять, что на тебе свет клином не сошелся. У меня еще есть мужчины, которые, интересуются мной. Я себя на помойке не нашла. Вот тут как-то так. И женщина, которая не будет от своих там принципов отказываться ради него. Да, вот тут вот так. Вот мне вот так вот пришло. Ну, тут, другими словами, это как кармический учитель. Или, в принципе, партнер кармический, да, вы. Ну, я говорю, тут как человек, который пришел его, тут не мягко, тут, можно сказать, жестко воспитать даже где-то. И неожиданно для него. Он вообще на другие сценарии как будто бы, планировал, соглашался, если можно сказать так. Его интересовали другие сценарии, а он получил совершенно другое. Так, что его больше всего восхищает? Твоя слабость, твоя недоступность. О чем? Ух ты. А что восхищает? Ну тут, знаете, так интересно. Ой, такие карты восхищает. Сила, книга, заговор. Ой, восхищает его то, что вот даже ситуация какая-то с вами, она пошла не так, не по его сценарию, и в этом вы показали свою силу, в этом вы как-то отличились. Вот. Тут у него был богатый опыт жизненный, да, назовем это так. Тут множество женщин было у него. А вы выделились. Вы на их фоне как-то тут карта, книга. Ну, и прочитаю это как интеллект, опыт. Тут заговор, это еще волшебство какое-то. Это, скажем так, ваше увлечение психологией, эзотерикой. Может быть, ваша какая-то линия поведения, вот его это обескуражило, его это восхитило где-то, поразило. С первыми там картами тут понятно противостояние, он не готов был к этому. Но по большому счету, именно этим вы для него и выделяетесь. Тут показан мужчина, который лежит вот на кровати, да, вокруг него тут толпы этих женщин, на нем что-то тут скачут, что-то от него хотят, а ему это уже все неинтересно. Это как будто бы, другой уровень. Ему интересна уже карта сила, где-то ваша привлекательность, сексуальность, но при этом женщина, которая может покорить льва. Женщина-приручить льва. То есть своей мягкостью, книга, интеллект, умением применять где-то какие-то, может быть, даже манипуляция, я могу сказать, да. Необычная, вот. А при этом восхищает даже то, что он привык быть вот этим павлинчиком, который распускает эти перья, да. А тут карта диссонанс. Вы как будто бы не в полной мере, отчасти, позволили ему эти перышки распустить. Карта токсичность. Повторюсь, где-то он вас даже спровоцировал. Это на эти проявления, видите? И цель была такая его цель. Вот, показать себя вот максимально, какой я красавчик, смотри. При этом нет ощущения того, что мужчина там вкладывается в взаимоотношения, простраивает их, уделяет внимание. Нет.
Тут конкретно было желание по привычке, да, вот смотри, какой я, давай проявляйся, будь одной из вот этих вот. А тут вот в этот какой-то сценарий перевернули. И вот эта вот карта диссонанс, это о чем? О том, что его сценарии, они не сработали, вот как-то так. Его алгоритмы эти какие-то сломались. С одной стороны, это его может подбешивать, с другой стороны, показано, что его это восхищает. У него такого опыта не было. Ну, тут восхищение вами. Тут изначально он планировал, повторюсь, одно, получил совершенно другое по карте диссонанс, но по факту его это и восхищает. Он вас видит очень сильной. Сила, я уже это озвучила, женщина, которая может приручить, и его приручила. Так, сценарий мечты. Какую идеальную ситуацию с твоим участием он прокручивает в голове? Вот из прошлого какая-то ситуация была. Он тут себя ощущал. Карта принц. Я красавчик, я лучший. Вообще, я такой ресурсный. Тут обожание может быть в ваших глазках. Вы тут были добры, заботливы, нежная. Так, о чем это какая-то ситуация? Тут отшельник. А смотрите, он тут прокручивает какую-то ситуацию. Знаете, основа этого, вот вы вроде бы себя транслируете, позиционируете, женщина, которая по всаднице воздуха. Я самостоятельная, у меня есть опора в жизни на саму себя, плюс тут показано, у вас как будто бы есть мужчина какой-то. Может быть, он менее, ну, в его понятии вот этого мужчины, менее харизматичен, чем он, менее сексуален, но он надежен для вас. И вы делаете выбор в сторону этой надежности, устойчивости. Опять-таки, может быть, мужчина к вам действительно достойно проявляется. Так вот, у этого мужчины, вот, которого мы смотрим, у него в голове сценарий, что ваш какой-то, ну, иной другой мужчина, его соперник, он вас то ли предаст, то ли тут какая-то ситуация, ссора случится с ним, ну, у вас с ним, да, то есть, и вы тут будете нуждаться, катастрофически нуждаться в поддержке. По карте отшельник будете одинокой, и по ящику Пандоры будет вновь это искушение, соблазн, и вы будете в состоянии ожидания, как будто бы вот, чтобы этот вот мужчина, вот, которого мы смотрим, проявился. Другими словами, у него в голове вот идеальная ситуация с его участием, что он тут в выигрышной какой-то позиции, он появляется на вашем горизонте, когда у вас тут уже с каким-то мужчиной вы расстались, тут предательство, вы в одиночестве, и вы полны надежд, желаний и ожиданий, пока он проявится. Тут вот так вот. То есть, другими словами, мне прям смешно, знаете почему? Потому что этот мужчина, я не вижу, что он тут готов что-то делать, какие-то горы сворачивать. Он просто в идеале мечтает о том, чтобы другой мужчина себя как-то недостойно повел, и на фоне этого недостойного мужчины вы тут возжелали его, вот, обратили на него вновь внимание, как в прошлом вы обращали на него внимание, он чувствовал себя таким принцем желанным, сексуальным, привлекательным, ресурсным. Вот и опять, чтобы вы так же обратили свой взор на него. При этом были нежны, ласковы, вы будете нежной, ласковой, да, вот как будто бы вы будете давать и возможности. Ну, вот так вот. Карта ожидания. Это девочка, которая чего-то ждет. Ну, в данном случае, получается, его ждет, ожидает. Ой. Так. Чего он боится в своих фантазиях в отношениях вас? Одиночество он боится в своих фантазиях. Так, подарок, луна. Сейчас я уточню. Ух ты, Эрос. Проклятие, встреча. Так, чего он боится? С одной стороны, боится того, что за вами еще наблюдают. У вас есть выбор из других мужчин. Ревнует он вас, он этого боится. При этом он очень боится того, что вы осознаете то, что вы интересны еще кому-то, при этом точки над «и» будете расставлять. Знаете, как будто бы четко может спрашивать у него, конкретные вопросы задавать. В связи с тем, что у вас есть выбор там, да, из других мужчин, вы можете как будто бы четко поставить вопрос. Твои планы в отношении меня, зачем ты проявился, да? Зачем, к чему это все, чего ты хочешь, вот так вот. Вот этого он боится, девочки. Это
туз воздуха, вот тут вот в данном случае он очень боится того, что вы ну, не будете там молча там внимать его там каким-то разговорам, не будете там расслаблены там или желать его бесконечно, да, а женщина будете проявляться как женщина, которая знает себе цену и не хотела бы терять свое время, свои шансы, может быть, с другими мужчинами. Ну, типа, для чего мне это все нужно, если, допустим, мне другие мужчины могут предложить там реально какие-то сценарии и конкретное что-то. Ну, зачем мне вот это вот по луне какая-то муть, неопределенность. В идеале ему бы очень хотелось... Тут вот смотрите, карта одиночества, карта подарок и луна. Он очень боится того, что вы, допустим, ну, будете смотреть, знаете, опять таким каким-то четким, цепким, конкретным, чуть ли не как мужским взглядом оценивать эту ситуацию. Ему в идеале очень бы хотелось, чтобы у вас было вот это состояние, карта Луна, это созависимые отношения, это карта ожиданий, это карта недоговоренности. Тут плюс карта подарок, то есть как будто бы вы в идеале для него, ему бы хотелось бы, чтобы вы были в ожидании вот этого подарка, вот, и его воспринимали как подарок, и особо ничего не требовали. При этом карта одиночества, я это могу считать так, что человек хотел бы принадлежать сам себе. Никаких он конкретных вам не готов давать тут обещаний, скорее подвешенное состояние. И ему, для него это идеально. Понятно, в любви, в любовной сфере мало кто каких-то там обещаний и, понятно, никто не может претензий предъявлять, по большому счету. Но тут, в принципе, он не готов к тому, чтобы ему задавали вы конкретные вопросы. Вот, четкие. Так, чего он еще боится в фантазиях? Боится, кстати, очень того, что он может привязаться к вам. Тут карта Эрос. Боится того, что через секс в идеале он бы планировал, чтобы вас привязать к себе. А тут у него очень большие есть, не то что там сомнения, да, я не поддаю критике его там возможности, способности в этой сфере. Нет, тут он просто переживает больше, даже за что, вот как будто бы боится он, да, что он может стать как заложником этой какой-то страсти, карта секса, эрос, влечение. Даже боится того, что у него возникнет вот эта вот зависимость. Это как проклятие встречи. Ему будет вновь хотеться и хотеться этих встреч. Тут как сексуальная зависимость. Вот так вот. Но он в этом почти уверен. И он этого боится. Вот так. Как будто бы вы над ним можете взять власть. Он боится очень этого контроля, власти. Он этого избегает. Угу. Итак, совет для тебя. Как тебе проявляться в реальности, чтобы соответствовать этому сильному образу или наоборот приземлять его? Так, карта друзей, гармония. Так, клетка. Ангелы. Дуальность. Чем это? На прямых развилка. Угу. Так, как проявляться? В первую очередь вам говорят, вы должны себя вести, как друзья, открыто, искренне, при этом быть гармонично в этом. При этом это не одна должна быть ваша как будто бы грань. Знаете, мне тут показана дуальность. Вы должны быть разной. Черное, белое, да? Угу. Тут вообще как будто бы вы, в принципе, вы для этого человека олицетворяете. Тут карта ангел.
тут и сексуальная вы в идеале, вот такая, какая вы есть, вообще вы должны быть, девочки, потому что тут карта сексуальность. Женщина, которая съела его сердце, да, при этом, но это не в первую очередь вы должны транслировать, это его отпугнет, ну, ваше там, именно, может быть, как, не то что там агрессивное сексуальное поведение, а вот вы по-любому тут, если можно так сказать, вы уже тут влюбили его, он уже утопает в этой любви, он уже боится того, что вы съели его сердце, а так оно и есть. Но тут в первую очередь вам советуют проявляться как друг, искренне. Это, скорее всего, расслабит этого человека, если можно сказать. Вот эту вот гармонию какую-то вернет во ваши взаимоотношения. И тогда он уже более, может быть, плавно будет понимать, плавно, переход будет более плавный, да. Может быть, это его не испугнет. Все равно тут показана мне женщина, которая, ну, вы должны оставаться самой собой, это понятно, но тут карта змея еще, это искушение, страсть, и мне тут больше женщина, которая за себя умеет постоять, вот так вот, если что и ужалить может, вот так вот мне. И карта развилка, это скорее как вы... Ну, я не буду тут это читать, да, что у вас тут должны быть какие-то варианты запасные. Нет, я не хочу это так читать. Я просто хочу это прочесть так, как будто женщина, которая прекрасно осознает свою силу, свою манкость, сексуальность, не дает ему вот каких-то рычагов управления, ну, для того, чтобы он там вашей судьбой вершил вашу судьбу, да. Это как-то так. Женщина, которая показывает, карта развилка, если твои проявления в мою сторону меня не будут устраивать, да, ну, у меня всегда есть выбор, я могу пойти по другому пути, может быть, с другим партнером. Вот тут вот такое тоже. Проявляться в реальности. Я вот сказала, в первую очередь, вот попытаться вот так вот, как друзья, искренне. Тут веселье, радость, найти общие темы для общения, может быть, для каких-то классных вот моментов переживать вместе. Вот это вот все сюда, из этого исходить, да. А потом уже, вот повторяюсь, все равно тут как будто бы попытаться быть искренней сразу. Ну а потом мне показывают, все равно этот мужчина попытается вас где-то в какие-то, может быть, ограничения загнать, в клетку, контролировать. Все равно он попытается. Так вот, вот тогда уже как будто бы свою теневую сторону включить. Не просто ангелочком быть, да, не просто тут с открытыми этими ладонями, мораль, пытаться с ним так выстраивать взаимоотношения. Тут получается с ним по-разному надо. Но пытаться вот так сразу. Угу. Тут как будто бы и вас учат высшие силы себя защищать, выстраивать собственные рамки, границы. Тут даже, ну, некрасиво скажу, как дрессировка какая-то идет. С одной стороны, он вас пытается подмять, будет пытаться навязать свои какие-то сценарии, а ваша задача тут отстоять себя и свое право жить и быть во взаимоотношениях, те, которые вы выбираете, и форматы, которые вы выбираете. Тут какое-то противостояние продолжается. И заключительное слово, психологический финал, да. В подсознании мужчины ваш образ часто идеализирован, очищен от бытовых каких-то конфликтов. Вы для него архетип, символ того состояния, которое он хочет испытать. У нас там выходила карта князь, по-моему, принц, да, то есть он себя таким ощущает рядом с вами, ощущал, по крайней мере. В прошлом там было такие у него состояния, может, ваши восхищенные глаза, ваше обожание, уважение, поддержка. Вы для него архетип, символ, да, того состояния, которое он вновь и вновь хочет испытывать. И психологически его мечты о вас — это его способ сбежать от реальности в пространство, где все идеально. Но важно понимать, он мечтает
а той части вас, которую сам наделил сверхспособностями. Ваша задача не соответствовать этой выдуманной картинке, а оставаться живой и настоящей. Любят идеалы, но живут с личностями. Будьте собой, это гораздо ценнее любой фантазии. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.